Началом зимы в Сибири, как и в России в целом, считался Покров-день, или 1 октября по старому стилю. Именно к этому сроку сибиряки стремились завершить все полевые работы. Они говорили, что на Покров-день до обеда осень, а после обеда зима. Вместе с тем, своевременное наступление холодов считалось залогом будущего урожая. И при этом появление снега воспринималось сибиряками как начало свадебного сезона. Это нашло отражение в известных приговорных формулах, например, таких как «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня молоду женишком». «Белый снег землю покрывает, меня замуж наряжает». По словам того же Гуляева, крестьянские свадьбы в Сибири большей частью справлялись поздней осенью, начиная с Филиппова поста, но подавляющая часть приходилась на зимний период, после святок. Автор оставил замечательную зарисовку ясного зимнего дня, когда свадебный поезд богатого крестьянина вызывает все население на улицу, где проезжает свадьба. Местные жители потом долго прислушиваются к гулу песен, стрельбы и колокольчиков, которые называли в народе брекунцы и шаркунцы, которые украшали сбрую лошадей. Крестьянские свадьбы продолжались вплоть до Масленицы, а самому свадебному сезону в народном календаре предшествовал цикл святочных обрядов и праздников, который считался самым веселым временем года. Святки у сибиряков принято было делить на два приблизительно одинаковых по продолжительности периода. Это святые вечера и страшные вечера. Как сказано в известной книге Алексея Макаренко, посвященной сибирскому народному календарю, сибиряки полагали, что с Рождества до Нового года идут святые вечера, а начиная с Васильева вечера, это 1 января по старому стилю, идут страшные вечера, когда нечистая сила стремится в волю натешиться над крещенным людом, творя свои пагубные волхидства над людьми и скотом. И далее он заключал: новогодние ужасти длятся до крещения. Откуда же в народных воззрениях взялись представления о страшных вечерах? Дело в том, что святки приходились на порубежное состояние года. И этот период воспринимался как своего рода безвременье. Именно этот период считался самым подходящим для ворожбы, то есть для попыток заглянуть в будущее и узнать судьбу. Кроме того, это время считалось временем разгула разного рода нечисти. Олицетворением нечистой силы на святке выступали ряженые. В Сибири их называли маскированные, шуликаны, нарядчики. Компании ряженых, вывороченных наружу шубах, в масках из бересты, в бородах из кудели, с приделанными бычьими рогами, конскими и коровьими хвостами, посещали вечерки, где разыгрывали перед собравшимися сценки фривольного содержания. Такое поведение было приурочено именно к страшным вечерам. И напротив, в первую половину святок, которые были приурочены святые вечера, совершалось коледование. Группы коледовщиков бегали на Рождество и на Новый год и, соответственно, славили Христа или разбрасывали в домах хозяев зерна овса, ржи, пшеницы и других зерновых культур. Их так и называли в народе христославы или
посевальщики. За их поздравления хозяева одаривали их пирогами, шаньгами, булочками. И считалось, что подобные поздравления призваны обеспечить счастье и благополучие каждой семьи на следующий год. Зимний период сибирского народного календаря завершался масляной неделей или масленкой, как ее называли сибиряки. На мой взгляд, лучшим художественным образом сибирской масленицы является картина Сурикова «Взятие снежного городка», которая стала своего рода визитной карточкой сибирских масленичных гуляний. В свое время Максимилиан Волошин писал об этой картине следующее. В этой картине можно видеть, с какой силой нахлынули на художника бодрые и удалецкие воспоминания детства. И далее Волошин продолжает. В этой картине есть буквально все. И сани, и розвальни с их деревянными переплетами, и расписные дуги, и валдайские колокольцы, а главное – родные сибирские лица, цельные, крепкие, освещенные радостными улыбками, чуждые каким бы то ни было душевным драмам, раздвоением и надрывом. В масленичных катаниях принимали участие все, в ком дух веселья просится наружу. Именно так писал об этих увеселениях Алексей Макаренко в своей знаменитой книге «Сибирский народный календарь в этнографическом отношении». Интересной особенностью сибирских масленичных гуляний была последовательная смена разных возрастных групп. Авторы краеведческих описаний отмечают, что катание на масленку начиналось с детишек самого малого возраста. Какой-нибудь мужик берет с утра большую кошеву, запрягает в нее смирную лошадь и сажает туда своих и соседских детей. Спустя какое-то время выезжает уже взрослое молодое поколение, а именно парни и девушки, в первую очередь те, которые поженились в истекшем году. И только затем появляются так называемые большаки, кондовые и богатые крестьяне, среди которых начинаются уже соревнования в красоте и ценности коней, а также добротности украшений. В Институтском музее есть замечательный экспонат – детские кошовочки или сани, которые вполне могли использоваться для таких увеселений. И, кстати, сами сибиряки говорили, что катание на масленку совершается для того, чтобы родился богатый урожай или вырос долгий лен. То есть чем дольше прокатишься, тем больше вырастет урожай. Так или иначе, масленица была своего рода точкой отсчета, с которой начинался новый цикл так называемой молодой игры, а именно ритуального общения парней и девушек, которое продолжалось в течение всего года и завершалось при окончании следующего свадебного сезона чествованием молодоженов на Масленицу.